Ровно год назад я начала свой рассказ об этой лесной хижине, когда в последний день зимы и по совпадению в мой день рождения мы стали ее владельцами. А так начался наш с ней второй год, в первый день весны в окутанном туманом лесу и талым снегом вокруг. Все почти так же, как было год назад. Зима также закончилась вместе с календарной зимой, но только теперь это уже далеко не незнакомое место, которому только предстояло стать частью моей жизни. Птицы тогда еще не толпились вокруг кормушек, теперь же они знают, что в сложные периоды здесь всегда будет оставлена для них еда. Многим из них я помогла пережить зиму, а по некоторым из них, уезжая, я скучала как по собственным. Меня с самого начала восхищала атмосфера этого места. То, как вписывается этот маленький неподвижный лесничий домик в окружающий его бесконечный лес, который ощущается порой до жути живым, почти одушевленным существом. Поэтому мой интерес к окружающей эту хижину жизни безграничен. Каждый день здесь неизменно что-то происходит, и это рай для меня, как для художника, фотографа, натуралиста. А на этом канале я делюсь как повседневными моментами из своей жизни здесь, так и своими наблюдениями и открытиями. Так что добро пожаловать и желаю приятного просмотра. 10 марта. Хорошие новости. Вода запустилась. Очень тепло. Я хочу отнести вещи из машины, потому что я приехала только что. И многие кормушки опустели, и нужно их тоже наполнить. Белка, привет. Там сидит белка. Там. Она там. Попробую немножко получше ракурс. Если она не убежит. Сидит на веточке, кушает там что-то. Ладно, белка у меня не так, чтобы получилось очень хорошо. Можно слышать уже пение птиц очень активно. Звучит, будто они, возможно, оповещают о хищнике где-то поблизости.
классно, когда тебя встречает в лесу белка. Мне хочется сделать сегодня довольно много вещей. Начинается весна, и сразу траты на всякие такие вещи. Во-первых, меня, наверное, не видно сейчас. В общем, во-первых, я до сих пор не почистила скворечник, который вешала еще в прошлом году, весной. Синицы тогда там выводили птенцов. Сейчас заезжала в строительный магазин, нашла вот такой скворечник. Еще нужно наполнить те кормушки. Еще я купила 2 палки железные, как штатив. Хочу те кормушки, которые с арахисом висели на дереве, и на которые покушалась мышь, в прошлые разы повесить на эти железные палки. Кстати, мои сосны, мне кажется, пережили зиму вполне себе неплохо. И мой юнипер тоже можжевельник. В общем, нужно сейчас быстро перенести все вещи и наполню кормушки, и тогда займусь, наверное, всем остальным. Кстати, еще до этого Merlin Bird — это аппликация, по которой я узнаю птиц по голосам, если я слышу какие-то незнакомые. И сейчас в начале Merlin Bird услышал чижа. Я очень хотела сюда как можно скорее приехать, потому что прилетели те птицы, которых не было здесь зимой. Мне кажется, я слышала коньяков, а вот двуликого я пока что не видела. Но я слышала, что какая-то хохлатая синица ругалась. Кстати, всю зиму приходилось таскать вот эти вот бутылки с водой, потому что воды не было. А сейчас вода внезапно пошла. Но еще потому, что зимой в целом вода замерзает, естественно, и воду все равно нельзя было оставлять в хижине, когда я уезжаю, поэтому сейчас опять более простые времена, когда воду можно просто оставить здесь.
Сейчас я хочу пойти почистить скворечник, если я вообще смогу его открыть. Надеюсь, что получится. Надеюсь, что там еще никто ничего не начал делать. Что надо теперь попробовать открыть его. Из всех инструментов, что я взяла, мне, похоже, понадобится то, чего я не взяла. Плоскогубцы. Ага, поняла. Боковая стенка открывается. Господи. Или нет? Вот такая вот квартира. Ух ты, тут даже яичко осталось. Невылупленное. В общем, я купила вот такие палки. Одна уже у меня была вот для этой кормушки. Вообще-то я заказала другую для этой кормушки, еще одной. Но пока что у меня есть эти. Эта конструкция была очень спонтанно сделана. Вообще нестабильная. Она просто смотана скотчем из двух частей. Мерлин Бёрд сейчас засек сову. Eurasian Pygmy Owl. Я не успела записать, может быть, на телефон только, ее крики. Сейчас посмотрю, как она по-русски называется. Мне кажется, это воробьиный сыч. Да, это воробьиный сыч. Кричал где-то. Воробьиный сыч совсем маленькая птица. Я до сих пор не видела двуликого. Возможно, он был со мной только зимой здесь. Безумно тепло уже. Я вот в рубашке. Мне вообще не холодно. Зато в дом идти не особо хочется, потому что там как раз-таки холодно. Я хочу посмотреть, хотя здесь еще снег лежит местами. В прошлом году здесь я нашла сорокосцифу алую.
такой страшный красный гриб, который растет где-то в это время, когда тает снег. В общем, хочу сходить посмотреть, не вырос ли он и в этом году. Нереально кажется, как буквально за 2 недели от морозов всего заснеженного сейчас, наверное, каких 11 градусов тепла я починю. Точнее, вставлю батарейки в уличный градусник, потому что тут все замерзло за это время. Батарейки сели, чего возможно. Кстати, саркосцефалы съедобный гриб, но я его никогда не попробую. Нет. Они растут здесь. Вот. Тут один совсем маленький, второй какой-то раздавленный. Кстати, здесь можно слышать, как кричат журавли. Здесь недалеко есть поле. Издают абсолютно неземные звуки. Но мне нравится. Кстати, она прямо здесь. Одна саркосцифа прямо здесь. Вот, поглядите, она совсем маленькая еще, но это она. Этот звук скрипучей качельки — это кричит воробьиный сыч. И это чудесно.
Хочу по-быстрому проделать оставшуюся полку. Нужно будет еще приделать их к креплениям, но это уже сделаю в другой раз, я думаю. Сейчас собираюсь и уезжаю. У меня сегодня физиотерапия вечером. Хотела сказать, что зимой сюда приехать не проблема, а вот когда вся эта куча снега растаяла, через лес дорога превратилась в озеро. Поэтому я очень надеюсь, что я сейчас нигде там не утону и уеду. Так что да. С этих пор количество птиц на моих кормушках стремительно уменьшалось, и уже сейчас постоянные гости здесь только пара больших синиц. Двуликий тоже больше ко мне не прилетал, но совсем недалеко я регулярно слышу, как ругается какая-то хохлатая синица. Так что надеюсь, что у него все хорошо, и он счастливо занимается своими весенними делами. А я буду надеяться увидеть его снова осенью. Был уже открыт сезон работ на земле вокруг хижины, мы убирали старую траву и полны стремления контролировать зарастаемость территории вокруг и особенно за домом гораздо строже, чем в прошлом году, чтобы мышам и клещам не было слишком комфортно передвигаться вблизи. Да и просто, чтобы большая площадь территории была потенциально проходимой. Так что в этом году у нас будет еще один новый агрегат, который, надеюсь, справится с суровыми лесными условиями. Сегодня вышла лисица. Вон оттуда. Посмотрела в нашу сторону. Мы сидели на террасе. Все равно вышла и ушла туда. Я потом взяла камеру, пошла за ней, и получилось даже пару трясущихся кадров с ней снять.
Ночью мы поймали 2 мышей под домом. Одна из них оказалась какой-то мышью-ниндзя, которая умудрялась несколько раз попадаться и несколько раз открывать мышеловку. А еще эта елка треснула напополам. Очень жаль, потому что она совсем свежая, красивая, и непонятно, почему она так. К сожалению, этот лес не самый стабильный, который за домом, и ветра их сильно ломают. Еще я тут покосила прошлогоднюю траву. Мешала синица. О, кстати, вот эту штуку наконец-то поставила. Она приехала ко мне. Зимой она была мне гораздо более актуальна, но... Кстати, вчера, когда здесь на задний двор подошла смотреть на упавшую елку, догадайтесь, что, кто? Клещ. Конечно же. Что же с ними случится от 30-градусных морозов? Ничего. В общем, да, а мышь... Сначала мы поймали одну. Я пошла в дом одеться, чтобы можно было ее вывести. Когда вышла за ней, вижу, что у мышеловки сидит вторая мышь. Выпустилась на меня. Мы решили поставить вторую мышеловку, подождать еще немножко, чтобы уже сразу их вдвоем увозить. Собственно, она и попалась сразу практически. Потом мы решили проверить, не было ли там еще мышей. Решили подождать еще немножко. И потом я обнаружила, что эта вторая мышь каким-то образом открыла мышеловку и сбежала. Пока не сбежала первая мышь, мы решили уже отвезти ее. Оставили опять мышеловку для той мыши. Когда вернулись, увидели, что в мышеловке больше нету приманки, мыши тоже нет, и дверь открыта, в общем-то, от мышеловки. Потом я уже сидела на террасе, заодно слушала, что в ночном лесу происходит. Поставили 2 мышеловки. Каким-то образом она прямо у меня под боком умудрилась не попасться ни в одну мышеловку и стащить оба ореха из нее. В общем, в конечном счете мы ее поймали и тоже благополучно увезли. И за ночь больше никто не скрёбся и никто не ловился, так что благополучно избавились от 2 потенциальных мышей. Кстати, зяблики уже прилетели. Спасибо, друзья, за просмотр, и особенно большое спасибо всем тем, кто поддерживает этот канал на Boosty и Patreon, делая эти видео возможными. И до встречи в следующем эпизоде лесных историй.